Приветствую, друзья! Сейчас с линии фронта приходит следующая информация. Русская армия практически полностью освободила территорию Серебрянского лесничества. Там бои шли более 2 лет, очень ожесточенные, и, собственно, русская армия, несмотря ни на что, все-таки взяла верх и сейчас там продвигается вперед. Это создает очень серьезную угрозу натовской группировки войск в Северске. Это прекрасно понимают генералы пентагоновские. Именно поэтому за Серебрянское лесничество шла настолько вот ожесточенная схватка. И сейчас очевидно все-таки, что русская армия там не будет останавливаться на достигнутом, а, естественно, будет развивать этот тактический успех и, естественно, продвигаться дальше. На видео можно заметить, насколько там были ожесточенные бои и, собственно, какие там все-таки чудеса выполняли наши операторы FPV-дронов, дронов на оптоволокне, выявляя в густом лесу различную натовскую технику и методично ее сжигая. При этом натовские наемники подтверждают, что русская армия продвигается не только на направлении Серебрянского лесничества, а также и на направлении Запорожской области и, естественно, также и на Днепропетровском направлении. И это, конечно же, очень серьезные все-таки результаты с учетом того, что фактически такие данные натовские наемники вынуждены публиковать чуть ли не каждый день. Для подобных продвижений, конечно, очень важно, чтобы работа ВКС РФ была 24/7, и на кадрах можно заметить, насколько ВКС РФ помогают обрушать просто целые укрепрайоны натовских наемников перед наступлением наших российских штурмовиков. Особо жестко сейчас ВКС РФ работает в Купянске, и, конечно же, там продолжаются бои, потому что режим Зеленского перекинул туда очень много пушечного мяса, военной техники, и, конечно же, сейчас там весь этот потенциал натовской ЧВК ВСУ обнуляют. Параллельно с этим ВКС РФ целую ночь и весь сегодняшний день обнуляла потенциал режима Зеленского, натовского ВПК на территории Нидерейха, и, собственно, очень жесткие были прилеты сотен дронов камикадзе «Герань», особенно по Днепропетровску сегодня, по военным объектам натовской ЧВК ВСУ, естественно, по промышленным предприятиям. Естественно, также не обошли стороной и Павлоград, ну и Киевскую область. И сейчас, конечно, можно заметить, что натовское ПВО пыталось сбивать, даже некоторые вот дроны камикадзе «Герань» удалось сбить, но по факту мы видим, что большинство абсолютно дронов камикадзе и ракет попало по целям, и сейчас там, собственно, до сих пор продолжает гореть ряд предприятий. Особенно это касается города Днепропетровска, потому что там очень много промышленных предприятий, которые используют режимники Зеленского для сборки различных натовских систем вооружения, и сейчас очень жестко по ним прилетало. Причем использовали ракеты Х-101, также и, естественно, Искандеры, ну и, получается, по каждому объекту работали десятки без преувеличения дронов камикадзе «Герань». Горело там сегодня весь день, и на кадрах можно заметить, как в принципе это происходило, и местные жители, несмотря на то, что там запрещено под очень жестким надзором снимать видео, тем не менее все это дело публиковали в социальных сетях, и в этом плане достаточно красочно можно посмотреть все-таки, какие результаты прилетов. Ну и со спутников также эти результаты подтверждаются, что наши и ракеты, и дроны били именно туда, куда надо, потому что с натовских даже вот спутников, которые анализируют пожары, четко было видно, что по факту вот объекты, все, которые обозначены в ВКС РФ, были поражены, и на вот этих вот инфографиках можно четко заметить, что именно фактически обнуляли потенциал ВПК режима Зеленского и блока НАТО, и, естественно, сейчас там уже вот различные ракеты и дроны им будет производить значительно сложнее, потому что очень многое просто сгорело. При этом досталось также и складским помещениям ЭТБ, которые использовали натовские наемники для логистики своих грузов, ну и также прилетало по нефтебазе в Черниговской области. Также оттуда поступают кадры, что там все-таки очень серьезный пожар, который, кстати, горит до сих пор. В Одесской области также поражены объекты натовской ЧВК ВСУ, а в Киеве били по расчетам натовской ПВО, и очень даже результативно. Ну а натовское ПВО, в свою очередь, пытаясь сбить российские ракеты и дроны, отработали
работала по стандарту уже в район жилых домов. И, собственно, на кадрах можно заметить очередное, собственно, такое последствие прилета натовской ракеты ПВО. Режимники Зеленского и его хозяева били этой ночью по Самарской области, по объектам нефтегазовой инфраструктуры. И там сообщил губернатор уже, что в результате удара около 4 погибших, к сожалению. И очевидно, сейчас мы видим, что блок НАТО направил свои удары максимально на то, чтобы обрушить возможности российской экономики поставлять на международный, собственно, рынок нефть и газ в огромных количествах. И сейчас по всей вот этой инфраструктуре с помощью натовских дронов «Камикадзе» наносят просто очень жесткие удары. Ну и, конечно же, натовская спутниковая разведка здесь ключевое для того, чтобы эти удары наносить. И, конечно, сейчас развитие наших средств ПВО и насыщение очень многих направлений данными системами типа «Панцирь», типа «Бук» — это сейчас ключевое. Именно поэтому наши российские корпорации государственные сейчас, опережая планы, поставляют подобного рода системы ПВО на вот многие направления. И не только успевает русская армия, а также и, собственно, на вот защиту различных объектов. Конечно же, темп еще недостаточный, но тем не менее в этом направлении работа ведется. При этом также используются для уничтожения натовских дронов «Камикадзе» вертолеты К-52. И с помощью штатной пушки, как можно заметить на видео, данные дроны также регулярно уничтожают. Ну и, конечно же, сейчас нужно понимать, что все-таки развивать тактическую ПВО с помощью дронов-перехватчиков, конечно же, такие натовские дроны сбивать лучше. Но сейчас вот пока действенной такой системы еще вот не внедрили, и ожидаем, конечно, что в ближайшее время также по этому направлению у нашего ВПК будет прогресс. Параллельно с этим режимники Зеленского сильно жалуются на то, что Герань сейчас уже фактически идет на цель в режиме FPV-дрона. И если раньше, как только, собственно, запускали Герани, то комплексы ПВО и прочие мобильные цели переставляли там на 100-200 метров, и это гарантировало, что по ним не прилетит, то сейчас уже прямо в режиме реального времени Герань наводится на цель, даже если ее переставили на 100, на 200 и на 500 метров. И таким образом, естественно, результативность поражения целей дронами «Камикадзе» Герань просто сейчас кратно возросла. Параллельно с этим идет постоянный недобор в натовскую ЧВК ВСУ, как бы банды ТЦКшников не похищали людей на улицах, избивая их и загоняя на полигоны. И сейчас мы видим, что западные страны возмущаются тем, что режимники Зеленского разрешили выезд мужчинам от 18 до 22, потому что рассчитывали-то они на то, чтобы вот оставалась молодежь все-таки на территории натовского недорейха, а по факту мы видим, что молодые люди максимально пользуются тем, что у них появилось такое окно возможностей, и вот бесплатно выезжают, конечно же, из натовского концлагеря Украины Зеленского как можно быстрее, потому что понимают, что это окно возможностей явно, собственно, не продлится вечно. Особенно с учетом того, что маразматиков на территории натовского недорейха очень и очень много, и очевидно, вот уже Виктор Ющенко, бывший президент Украины, обозначил, что нужно все-таки натовской ЧВК ВСУ уже идти на Москву, потому что мало того, что нужно, собственно, им отвоевать российские территории, уже вот пан Ющенко решил все-таки отправить ЧВК ВСУ на Москву. И это, конечно же, вызвало просто бурю негодования, потому что много месяцев подряд уже просто натовская ЧВК ВСУ отступает, и никакие контратаки к успеху не приводят. Ну, а этот персонаж сидит и рассуждает, что нужно все-таки натовским наемникам на Москву идти. И в этом плане уже многие намекают, что пану Ющенко все-таки пора уже собираться и вступить, наконец, в ряды натовской ЧВК ВСУ рядовым наемникам и, собственно, воплощать свои важные мечты конкретно на практике. С учетом того, что режим Зеленского недавно даже специальный закон сделал, и если, собственно, персонажу больше 60 лет, у него есть возможность, несмотря ни на что, вступить в ряды ЧВК ВСУ и погибнуть где-нибудь в траншеи, либо там по дороге на фронт. И в этом отношении у Ющенко есть все возможности, но почему-то этот старый маразматик в натовскую ЧВК ВСУ вступать до сих пор так и не решил.
Но если мы обратим внимание на международную повестку, мы видим, что новый президент Польши продолжает политику прошлого президента. И помимо того, что сейчас на территории Польши находятся американские войска, американские военные базы, то сейчас вот уже персонаж призвал, чтобы все-таки французских военных было побольше на польской территории, и желательно, чтобы еще и французское ядерное оружие на территории Польши присутствовало. И поэтому мы видим, что персонаж, знаете, явно нацелен на польский суверенитет с американскими, французскими войсками, с чужим ядерным оружием, для того, чтобы, собственно, всегда быть в мишени фактически вот со стороны вот ядерных сил России. И эта политика, она просто четко свидетельствует о том, что Польшу делают таким серьезным, собственно, раздражающим фактором и территорией, наполненной русофобией, для того, чтобы, естественно, отрезать максимально страны Евросоюза от Российской Федерации. На этом фоне британские военные корпорации поняли, что на поле боя современном нужны очень дешевые, массовые различные ракеты, дроны и так далее. И скрестили дрон с ракетой, и получилось вот что-то такое вот среднее. И очевидно, сейчас именно вот в этом направлении будут работать именно британские все-таки оружейные корпорации. И, конечно, будут пытаться этой продукцией насытить натовскую ЧВК ВСУ, потому что в этих системах вооружений у них очень серьезное проседание. И в этом плане, конечно, это достаточно серьезный вызов нашему российскому ВПК, потому что сбивать такие ракеты все равно придется именно нашим расчетам ПВО. Из интересного можно добавить, что очень многие аэропорты Евросоюза сегодня не работают, потому что там случилась, знаете, хакерская атака, и таким образом просто тысячи рейсов пришлось отменить. Ну и, конечно, все это сейчас будут списывать на неких вот российских хакеров, хотя на самом-то деле это далеко не факт. Ну и, конечно, стоит заметить, что да, действительно, несколько месяцев назад вот авиаузлы Москвы и Петербурга серьезно атаковали натовскими дронами, и там пришлось отменять сотни рейсов. Ну, а теперь, знаете, вот божья, так сказать, кара настигла и фактически страны Евросоюза. Ну а в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп заявил, что он, знаете, очень не хотел зарабатывать на войне, но так получилось, и он, собственно, зарабатывает на войне против России, и это все оплачивают страны Евросоюза, Британия и так далее. Поэтому сейчас мы видим, что Америка, как и во времена Великой Отечественной войны, просто зарабатывает на войне. Такая вот, знаете, ирония. Ну и также Соединенные Штаты Америки сейчас активно вот в Карибском море уничтожают различные лодки, которые с их точки зрения причастны неким образом к наркокартелям. Но по факту это просто венесуэльские различные лодки, которые тупо расстреливаются беспилотников в нейтральных водах, что является просто военным преступлением и банальным убийством. Но тем не менее, собственно, мы видим, что Соединенные Штаты Америки данный подход полностью устраивает. И, кстати, даже никто не пытается искать наркотики на данных лодках, потому что их можно было спокойно остановить, досмотреть, ну и, собственно, по различным экспертизам определить, были там вообще наркотики или нет. Но по факту мы видим, что просто идут убийства в Карибском море, и, собственно, таким образом идут провокации Венесуэлы для того, чтобы, собственно, американским ВМС венесуэльские военные дали жесткий отпор. Глядя на это, в Иране уже запустили баллистическую ракету большой дальности в тестовом таком полете, и эта ракета уже может нести ядерный боезаряд на очень большие расстояния, и таким образом, собственно, Иран дал намек Соединенным Штатам Америки, что именно к такому сценарию они готовятся с учетом вот возможной следующей агрессии США по территории Ирана. Ну а вот в КНДР Ким Чен Ын просто, знаете, с учетом того, что у него уже есть ядерное оружие, которое может долететь спокойно до США, он уже, знаете, копирует американские беспилотники, вот, проверяет их в действии, ну и, конечно же, благодаря нашим военным уже вовсю испытывает аналог дрона Камикадзе Ланцет. И, кстати, испытания проходят также успешно.
успешно. Примечательно, что на Тайване решили, что лучшей схемы, нежели Lancet, в мире нет, и поэтому сейчас активно пытаются копировать Lancet и, собственно, запускать их в серийное производство, потому что вероятность того, что с Китаем будет столкновение, она очень высокая, и поэтому Тайвань активно занимается, собственно, созданием своих беспилотников, ну а технологического задела, как мы знаем, на Тайване для этого более чем достаточно. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ну и, естественно, не забывайте подписаться и на канал в мессенджере нашем национальном МАХ. Ссылка на наш национальный мессенджер МАХ и мой канал находится также в описании под этим видео. До скорого!